Не обходится ни одно видео без посылки. Ну да, мы так привыкли. И вот. О, она работает. Ну а что ей не работать? Да. Мы сегодня впервые в этом году сходили на рынок. Мы хотели взять 2 вида клубники по килограмму. Мы, собственно говоря, это и сделали. Чупи у нас поправился за 2 недели аж на 400 грамм. Чупи, молодец! Духи с сахаром. Да, Невозможно есть. прям фу-фу-фу. Оля ушла на учебу, и Чупи ужасно скучают. Ну, Чупи. Ребятушки, приветики. Привет. Короче, мы сейчас к вам с новым видео и с новой посылкой. Не обходится ни одно видео без посылки. Ну да, мы так привыкли. Ну, нам нравится, нам Тем более, это удобно. да, и никуда ходить не надо. Ну. Короче, тут кое-что для меня и для Саши. Ну, нужная вещь у нас недавно, не знаю, знаете вы или нет, я не помню, рассказывала я, что я Сашу сама стригу. Да, Вот, мы да. покупали из Китая машинку Да. для стрижки, но она вот прожила 2 года Угу. и уже начала как-то очень плохо работать. Вообще прям плохо. Она постоянно, ну, как бы цепляет волосы. Это, ну, как и мне неудобно стричь, так и Саше, конечно, больно. Тут Сашка нашел классную машинку. Я так понимаю, она гибридная, да? Ну, типа, Да. она и от этого шнура работает, и от... как называется? Ну, Рельс. да, аккумулятор. Да, аккумулятор. Стоит 124 злотых. И что-то еще нам дали. Дякуємо за закупы в нашем склепе. Просто Мы с Аллегро дякуємо. заказывали. Как всегда. Ну красивенько. И мне очень было важно, чтобы она вот регулировалась. Насадка. Потому что я только так умею. Я не супер специалист. То есть я не парикмахер. Я только Сашку умею стричь. Ну и как бы у меня уже рука набилась. Сашку стричь, я уже научилась. Я знаю, как он любит. Что я его стригла. Еще вот так, чтобы подвесить. Опа. И вот она. Инструкция. Бумаг столько. Кому они нужны? Кто читает инструкции? Unlocked One Extra. Что-то просто карточка. Ладно, кому они нужны, как говорят? Это еще дополнительная год гарантии, если да? зарегистрироваться. одна. И еще одна? То есть 2. Ну, я думаю, 1 год можно только добавить. Инструкция. Вот сам шнур. Но он не очень длинный. Ну, то есть бесполезно. Ну, это больше... Не, Ну, по-моему, больше для 1,80 м. Так, если я вот правильно такая помню. насадка одна, маленькая. И вот такая большая. Только 2, да? Наверное. Ну, вот это, наверное, прям слишком большое. Это насадка вот 16-28, и на машинке еще для Ещё более вот. коротких стрижек. Вот мне нужна такая. Я вот такой стригу тебе. Да. Получается. Ну, как А вот это черное, это вообще для бороды, по-моему. Да? Для какой? Для огромной? Надо инструкцию, мне кажется. Все. Как вот это Да, снять? Ребят, интересно. Ой, все, ладно. Короче, я распаковала немножко машинку с Сашкиной помощью. Надо инструкцию все-таки читать, ребят. Но я на самом деле без инструкции ее открыла. Просто немножко сил и кнопочку. И все. Короче, вот такая машинка. Ну, ничего я о ней пока сказать не смогу, потому что... кстати, удобно. Вот, получается, круг и вот так делать. Так это удобно. Потому что на старой машинке мне надо было нажимать, и вот так вот вверх прям палец болел. А так намного удобнее. Ну, да. И вот. Она работает. ну а что ей не Уже. работать? Да. И еще есть плюс, что ее можно мыть под краном. Да. Класс. А еще вот такая щеточка.
Ну и все, такая распаковка. Ну, я думаю, что все будет хорошо. И скоро мы с Сашкой будем стричь это. Ну как скоро, через месяц? Не, ну меньше. Пару месяца. недель. Ну, пару недель. Может, 1 неделю даже. Ну да. Говоришь, гарантия? На еще 1 год или месяц? Ловкость рук и никакого мошенничества, ребятки, парикмахер. Так, это нет. А вот это, да? А, вообще легко, и все. Видите, как растет? Очень удобно. Вот это удобно. А, и это Philips фирма. Ну, вы, наверное, уже заметили. Ладно, больше не будет. Так сломаю. Не, я очень хотела, чтобы она была именно гибридная, потому что просто проводная не всегда может быть удобна. То есть не везде же розетка есть, да. Ну, блин, по понятным причинам, да. А аккумуляторная, как мы уже поняли, она долго не живет. Чисто аккумулятор. Ну, а гибридная, возможно, будет дольше. Я не знаю. Я надеюсь. Может, и той тоже можно пользоваться от сети. Да. Возможно. Но не факт, что она уже работает. Но она уже все равно дерет. Очень вообще неудобно. Короче, вот такие дела. Все. Ребятушки, посмотрите на это довольное лицо. А спросите меня, почему? А мы вам ответим. Потому что Сашка что? А мы сегодня впервые в этом году сходили на рынок. Такие счастливые, да. Штучками. Мы так хотели ягод вкусненьких, сладеньких, ароматненьких, да. И каких-нибудь овощей прикупить. И где это будет? Только на рынке? Ну, подождите, магазин тоже хороший, но не сравнится. Но это другой опыт. Да. Начнем? Да. И первое, что у нас есть, это помидоры малиновые. Да, мы пока что взяли мало, так, на салат. Ну так, да. Со сметаной. Попробовать. И огурочки. Посмотрите, какие маленькие, тоненькие, хорошенькие. Прямо с грядок. Они такие, наверное, ароматненькие, такие укусишь, а он такой сладенький. Вкусно? Да. Дальше мы взяли вот такую клубнику. Она такая мелкая, но очень красная. Ну, там были большие и такие, знаете, зеленоватые такие клубнички. Но мы хотели взять 2 вида клубники по килограмму. Мы, собственно говоря, это и сделали. И вот такую большую клубнику мы взяли. И она тоже такая красная, но она чуть дороже получается. Вот эта маленькая 7 злотых, а вот это 10. 12. 12. Мы видели за 10, а взяли в итоге за 12. Ну, потому что она была очень красивая. Мы ее взяли. Потом, ребят, смотрите, что мы нашли. Вот этот пакет. Ну, листья салата. Как он называется? Салат римский. Римский салат. Ну, и вот эти, и уже листья как бы разделаны. Все очень шикарно с этим пакетом. Он стоит 3 злотых. Когда в Лидле за 2 маленьких таких пучочка 3,40 мы отдавали. Ну, что-то вот в таком роде, да? Да, но здесь 500 грамм листьев. Вообще класс. Я точно решила, что надо брать. И, ребят, то без чего мы не обходимся этим холодным весной. Холодным весной. Забыла, ребят, слово, честно. Потом так долго вспоминала. Холодной весной. Мне так нравятся эти ягоды. Да, я их ем немытые и собираюсь вложить себе в рот еще одну. Они такие сладкие, я не могу. Сашка так на меня смотрит, типа, не ешь! Или нормально. Мы купили одну штучку. Точно. Потом покажем. Да, покажем. Ребята, у нашего дружочка-пирожочка, у Чупи, 28-го будет маленький первый юбилей с нами. 4 месяца. 4 месяца. Ну, ему 4 месяца исполняется, и месяц с нами. Почти. Но мы решили его... 4 недели с нами. И мы решили его, как бы так сказать, поздравить. Купили мы такую вкусняшку, которую еще никогда не покупали. Я думаю, ему понравится. Там такая жила, палка такая жила, и на ней намотано мясо такое вяленое. О, то, которое я люблю сама. Я думаю, ему будет понравиться. Мы еще ему хотим мячик купить, потому что у него нет мячика. И думаю, что он будет в восторге. Да?
Ну, хотя он не понимает ничего. Но нам самим просто приятно за то, что он хороший паренек. Его надо баловать иногда. Слышите? Тут так пьет воду. Сейчас будет кашлять. Он так жадно пьет воду. Сашка. Ребята, выглядит, наверное, это не очень, но я хотела вот показать. Саша привез колбаску, и она вот такая вот, знаете, как в Беларуси сервелат называется. А здесь, болгарская, это называется солями. Пока Сашка мне делает кофе, а я ем этот салам. Ну, салам оказался очень вкусный. Блин, ну просто вот сейчас жую, вы слышите? Мне так вкусно. На самом деле, эта колбаска мне напоминает, как в Беларуси. Я думаю, даже жалко, что Саша только одну принес. Здравствуйте. Знаете, мы его называем... О, Лёх. Мы его называем директор. Потому что он, знаете, ему не просто... Как бы он идет за нами, так вот посмотрит, ага, ты тут, ну все, ладно, я пошел. Вот мы проверим, что мы делаем. Ну, ревизор такой. Такой он смешной. Кстати, мы вчера ходили к ветеринару, и Чупи у нас... Ребятки, слушайте внимательно. Поправился за 2 недели аж на 400 грамм. Чупи! Молодец, как одевается. Мы сейчас тренируем с ним сидеть. Ну, уже неплохо, знаете, да? Сашок? Что скажешь, Чупи у нас способный? Очень, только хитрит. Ой, хитрющий, вы не представляете, какой. Знаете, как он хитрит? Например, мое любимое, это когда он что-то грызет, и ты ему говоришь нет, и он такой делает вид, что он либо зевает, либо облизывает. Да, такой... Сразу такой, а я на самом деле облизывал, я не кусал. А мы-то чувствуем, он нам руки грызет, видишь? А вчера вообще, блин, жалко камеры с собой не было, как он бегал с соседней собакой. Вы не представляете, так неуклюже. Да, надо как-то подснять. Это было очень смешно. А там такая собака верткая, она тренирована, она бегала. Да. Мы постоянно наблюдали, как она носилась со всеми. Она уже натренирована, а этот медведь неуклюжий такой. Пытается догнать. Падает, там спотыкается. Так смешно было. Ничего, скоро тоже набегается. Мы его даже отпустили с поводка, чтобы он полноценно побегал. Побегал, ну чтобы было честно. Мы обычно на поводке, ну на поводке это потому что боялись, что он сбежит. А, и еще хотела показать. А вот это, прям я глаза тебе закрыла. Сучук. Сашка. Улыбчивая колбаска. Вот, короче, вот этот... Как он там? Суджук. Мне так себе. Мне вообще не очень. Ну, не очень вкусненько. Мне лучше вот ягоды. А вот ягодки, которые мы сегодня взяли, они, конечно, вкусные, но... Не то, что я ожидала. Короче, клубника оказалась та, которая большая. По 12 злотых ничего такая. Та, которая по 12 злотых, она вкусная, но даже видно вот разница. Видна разница, она такая большая. А та, которая по 7, ну... Я, честно говоря, вот то, что по 7, я ставила ставку больше на нее. Потому что... Она выглядит как домашняя, да. сладкая. Знаешь, вот как в деревне идешь, срываешь одну ягодку, она такая сладкая. Такая она может быть некрасивой, но такая сладкая и вкусная. Я рассчитывала на нее. Может, из-за того, что было мало солнца? Как думаешь? Просто мне все время, помню, историю в деревне рассказывали, что если мало солнца, значит клубника не очень сладкая будет. Все время так говорили. Может быть, это и не так. А, и по поводу сладостей, которые Сашка привозил. Мы все съели, было все очень вкусно. Мы еще не доели лукум. Все вафельки съели. Да. Вафельки всегда самые вкусные. Вафельки такие классные вообще. И знаете, что мне не очень понравилось? Вот это джем из роз. Вообще не. Фу, просто сахар и роза это чувствуется. И пахнут духи с сахаром. Да. Это невозможно есть. Прям фу-фу-фу. Паста из маслин неплохая. Да, мне понравилось. И хотела
кое-что вам показать. Отвлечь. Блин, Чупи! Блин, все, не покажу. Он так смешно лежит и ноги выставляет. У него было так... Все, уже не покажу. Поздно. Он уже спать хочет. Сейчас, кстати, есть момент, пока он хочет спать, его расчесать надо. Расскажи, Сашка, что я его расчесываю codziennie. Да. No. И мы его записали к грумингу, ребята. Так что скоро мы его... Балуаним. Лысым сделаем. Еще, кстати, к нам очень часто подходят и спрашивают, что это за раса. Очень часто он привлекает людей, конечно. Я не привыкла еще к такому вниманию. Чупи тоже, и Сашка тоже. И мы сразу такие... Как-то так странно. Но Чупи привлекает всех, просто пальцем все на него показывают, да. Улыбаются, оборачиваются. Кто-то, кто посмелее, тот подходит, спрашивает, что за раса. Ну, короче, по-разному, ребят. Все, мы будем есть дальше клубничку. Оля ушла на учебу, и Чупи ужасно скучает, уже не может себя успокоить никак. Чупи, ну что ты так? Ну, Чупи. Она скоро придет. Будешь очень радоваться потом. Он прям на стену прыгал и на дверь. Так не хотел, чтобы она уходила. Да, Чупи. Так и будешь сидеть ждать. Верный пес, да. Короче, 4 часа уже ждем Олю, она вот-вот должна прийти. Чупи реагирует просто на все шумы на коридоре, это невозможно. Он ждет, соскучился, сейчас немножко отвлекся на игру. Услышал? Что там, Чупи? Чупи? А что там? Чупи? Что-то происходит? Чупи? Чупи, привет! Чупи, привет! Не кусайся! Ой, все, круги нарезают. Медведь мой любимый. Я так соскучилась. Так хотела, чтобы ты меня так встречал. Ой, да, такой медведь красивый, так на 2 лапах. Покажи, как на 2 лапах. Вот так на 2 лапах ходит. Чупи, молодец. Чупи! Так скучал вообще, невероятно. Чупи, ты знаешь, как я там скучала на этих дурацких занятиях? Да, там вообще... Чупи. Все? А иди на ручки, иди ко мне на ручки. Мое счастье! Кто мое счастье? Чупи! Ребята, я так скучала. Дождались, да? Я так хотела Не этот грустись. момент. Хотела этот момент увидеть, когда Чупи будет такой... Да. Я так рад. Там... Просто я была ушла, а потом через секунду вернулась. Ой, да. И он в эту же секунду, всё. как будто для него вечность. Уже да. Ты уже пришла, так стал прыгать. А потом я ушла, и уже возле лифта, и слышу, как он... Он долго сидел возле двери. Он прыгал на стену даже. Ты так скучал? Ну чудо, пушок мой. Смотрите, такая любовь, я не могу. Он такой хороший, ребят, он такой сладкий, такой грызун. Чупи, нет.
Нет! Так, ну все, дождались, теперь можно и прощаться. Да, Чупи? Да, Чупи! Ой, она близко. Ой, ему ребят. сейчас не до откликания. Да, Чупи! да. Чупи, будем говорить пока, ребят? Чупи говорит, О, он спать, ребят. Пока! Ням-ням-ням-ням. Пальчик. Что за сладкая вата у нас, а? Собака Пока-пока! Чупи!